Салют, people! С вами Human и, как всегда, глоточек полезной и вкусной информации для вас. Да, это оно. Ну что, друзья, хребет сломали уже наконец-то в защите от майнинга LHR. Да, сломали, и теперь майнеры озолотятся. Или же нет? И, кстати, тут еще Nvidia заплатит несколько миллионов за сокрытие доходов по поводу прошлого майнинга. Да, давайте узнаем. Ну, я напомню, что все-таки видеокарточки RTX 30 серии, они были оснащены защитой от майнинга в виде LHR, Light Hash Rate, который знатненько подрезал ту или иную добычу тех или иных монет на определенных алгоритмах. Сначала достигало 50%, потом немножко могли поломать, до 70% дошли. Ну, 70% в смысле не защита была, а уже разблокирована. А теперь этой защиты нет вообще, ее обошли. Да, никогда такого не было, и вот опять. Вспоминаются 17-18 годы. И вуаля, карта с полок магазинов в ряде регионов просто пропали. Начиная от RTX 3080 и заканчивая RTX 3060 Ti. Я сомневаюсь, что их выкупили в момент или в течение пару-тройку дней, даже если так допустить. Скорее всего, это опять искусственный ажиотаж, так что в какой-то период времени, возможно, вы можете ожидать повышения цен на видеокарточки. Но вы должны понимать, что это краткосрочно, скорее всего. И вот по каким причинам мы с вами сегодня и поговорим. Просто сейчас пытаются срезать деньги на лохах. И я тут как бы на грядущий пост намекаю, если что. Хотя вроде бы как на утро 9 мая все еще LHR хорошо работает на RTX, на новенькой RTX 3080 на 12 гиг и на RTX 3050. Ну, хотя актуальность 3050, наверное, не так уж и сильно велика, но тем не менее. Да и обход на момент записи этого ролика и написания сценария работает только на винде. Хотя, говоря за апдейт информации, то NB Miner уже тоже разблокировали. Тем не менее, вот вам ориентировочный хешрейт для карточек Ampere. Ну, собственно, с которых и спала защита, как трусики девственницы. И если что, то совсем недавно, к вашему сведению, 3080 Titanium выдавала примерно 85 мегахэшей, а сейчас уже все 117. Но так ли хорошо все на самом деле? И для любителей скидок, игр и софта. На сайте CDK Offers можно купить винду со скидкой. Добавляем в корзину, вводим промокод HUMAN для доп. Скидки. Бум! Цена еще ниже на 20%. Оплачиваем через любую удобную систему. Вводим ключ, пользуемся. Профит. Все ссылочки в описании. По спосам, но, вероятно, июньская бомба сложности. До этого осталось менее месяца. А это, друзья, следующий хардфорк, который увеличит генерацию блока, ну, скажем так, в 5 раз за полгода. Да и вводить пост в саму криптозиму будет разумнее, ну, потому что будет меньше, извините на грубом слове, социальной вони. Тем более, ныне история повторяется, ибо еще в далеком 2018 году была ровно такая же история, когда топовые карточки Pascal от Nvidia стали прекрасно майнить. Ничего не напоминает? И, кстати, да, тогда хакеры тоже долго ломали, и, о чудо, получилось сломать незадолго до, знаете чего? Правильно, релиза новой линейки видеокарточек. А что нас с вами ждет в сентябре-октябре? Да, Ada Lovelace или RTX 40 серии. Совпадение? Не думаю. Вследствие чего ряд обычных людей, майнеров и инвесторов стали выводить свои средства, то бишь из крипты в фиат. Но прежде предлагаю взглянуть на снижение доходности за сутки, что отличительно демонстрирует калькулятор майнинга эфира. Это расчетная прибыль на видеокарте GeForce RTX 3080 Ti от 7 и 8 мая. Первые два графика основаны на хешрейте 85 мегахэшей в секунду, ну вот, который был до разблокировки. И как вы видите, это $78 в месяц. А вот 8 мая доходность упала уже до 70. Но казалось бы, тут у нас уже будет $111 в следующий день, да? Однако это на фоне майнинга со сломанной защитой LHR. А вот на 8 мая доход уже упал со 111 до 101 бакса, который вы получаете $101 за 30 дней. Более того, 5 и 6 мая неизвестные люди перевели в размере 11 760 криптомонет биткоинов на бирже, на разные биржи. И по курсу на тот момент это составляло $430 миллионов. Ну, с одной стороны, сумма не шибко большая, потому что реальные киты ворочали и большим количеством денег. Однако именно в этом случае интересно происхождение монет. Ну, дело в том, что большинство монет биткоинов, которые находятся на биржах, это старые монеты, их уже добыли давным-давно. А вот эти 11 тысяч с хвостиком, ну 11 760, если быть точнее, их добыли буквально за последние несколько месяцев. Вот и получается, что один или несколько майнеров, может быть какая-то группа или организация, решили зафиксировать свою прибыль. Ну потому что дальше будет с рынком, мало кому понятно. И само собой такие вещи мимо трейдеров просто так не проходят. Поэтому все это дело и вылилось в то, что, ну, крипта достаточно сильно просела. Кто-то может сказать даже, что это обвал.
Ну что ж, друзья, Nvidia согласилась выплатить комиссии по ценным бумагам и биржам США штраф в размере $5,5 миллионов. Дело в том, что компания обвиняется в сокрытии данных о продажах видеокарт майнерам во время криптовалютной лихорадки 2017-2018 годов, чем Nvidia ввела в заблуждение инвесторов. И стоит добавить, что сама Nvidia не признает, но и не опровергает выводы комиссии. И вот что говорится в самом заявлении. Рост спроса на графические процессоры для майнинга коррелировал с ростом цен на некоторые криптоактивы. Цена эфира выросла с менее чем $10 США на январь 1 числа 2017 года до почти $800 США на январь 2018. И некоторые сотрудники Nvidia выразили уверенность, что большая часть увеличившегося спроса на игровые продукты компании, в особенности в Китае, были вызваны криптомайнингом. А если вдруг кто не в курсе, то еще в 2018 году, о котором мы сегодня в принципе с вами уже и говорили, Nvidia столкнулась с проблемой, когда у нее начали падать акции. Как раз таки совпадение, тогда, когда начала просаживаться крипта и плохо продаваться уже видеокарточки. Ну там была прямая зависимость, падала крипта, падали ценники на видеокарты. Прям как сейчас. И в результате вы сами знаете историю, они еще длительное время распродавали свою GTX 10 серию, уже даже на момент тогда, когда RTX 20 серия вышла. Тогда они попали в конкретный просак. А на сегодня, ребятушки, у меня для вас все. И отдельное большое спасибо тем ребяткам, которые поддерживают меня на Patreon, на Boosty и спонсорство YouTube. Неоценимая помощь финансовая. Ну и, собственно, спасибо всем остальным. С вами, как всегда, был Human, и, как всегда, кайфовой вам игры.